Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту зиму 2024-2025 года. Да, дорогие, это зима эмоций. Присаживайтесь поудобнее и будем планировать с вами январь и февраль нового года. И да, ребят, это гороскоп подекадный. Первая декада раков – это те, кто родился в июне. Вторая декада, кто родился с 1 по 10 июля. И третья декада знака зодиака Рак, кто родился с 11 июля и до знака зодиака Лев. Ну что, готовы? Поехали! Да, ребят, у нас буквально осталось финальное, меньше недели время уходящего 2024, время эмоционально достаточно в силу того, что у нас сейчас не просто финальная неделя года, да, когда мы все подводим итоги, выполняем все свои списки. У нас еще отягощает эту ситуацию ретроградный Марс. Он еще пока во Льве, и с 6 января он ретроградно перейдет в знак зодиака Рак. Да, ребята, и он будет по третьей декаде Рака идти. И я скажу так, что на ближайший месяц он будет еще составлять оппозицию с Плутоном. И этим усложняется такое легкое, расслабленное, активное, мощное время для раков третьей декады. Да, ребят, понять и простить, и двигаться более активно, потому что Плутон находится всего лишь в 1 градусе, Водолей еще делает оппозицию к солнышкам в транзитных картах у раков третьей декады. Поэтому, ребят, если у вас сейчас в жизни стряска, если у вас такая мощь, сила, и вы думаете, ну как с этим совсем совладать, как будто бы очень много всего и все выходит из-под контроля. Что нужно сделать? Научиться держать этот контроль. В прямом смысле Плутон – это планета, которая дает много финансов, много мощностей, много действий таких нераспыленных, да, но при этом нужно научиться держать вот этот самый контроль. Это раки третьей декады, и для вас очень сильно будет влиять эта оппозиция, по крайней мере в конце декабря и первую половину января, это точно, ребят. И да, все остальные мы чувствуем сейчас, по крайней мере, не такое напряжение. У раков второй декады здесь прекрасно идет не в ретроградном движении, а уже в директном Сатурн. Говорит, делай хорошо, делай по чек-листу, выполняй свои списки, выполняй данные обещания, не отходи от своего плана. Прекрасный продуктивный аспект от Сатурна. Говорю вам, ребят, до второй недели февраля Сатурн будет еще делать классный секстиль раком второй декады, поэтому, ребята, планомерно выполняйте все то, что хотели сделать, всю ту работу, которую не хотелось сделать, да, ранее. Сейчас на нее есть силы, причем вариант того, что получится ее сделать даже лучше, чем планировали, очень даже высок. Ну и раки первой декады, ребят, скажу вам так, что у вас без особых таких очень мощных, сильных напряжений. Идем вперед, не переживаем, я скажу так, очень нет такой сильной мощи, чтобы, вот знаете, как-то вот быть в жестком напряжении. Еще раз скажу, что если нет личных транзитов, которые зависят от времени вашего рождения, ребят, я сейчас говорю общий гороскоп, естественно. У меня здесь не указано время каждого отдельного человека, да, поэтому я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что общий гороскоп не 100% будет сходиться с тем, что у вас есть, потому что я рассказываю общий, и так поделенный по 3 декадам, но у каждого еще и свое собственное время рождения. Для раков первой декады, ребят, могу сказать, что у вас сейчас в жизни случаются задачи, да, которые такие достаточно основательные. Вы чувствуете вот этот момент, вы чувствуете его интуитивно, потому что у нас 12 января кармические узлы поменяют знак, и они с оси Весы Овен перейдут в знак Девы Рыбы.
И вот здесь как раз-таки раки первой декады будут чувствовать, что от них вот прям идет такой момент, и Вселенная ждет от вас действий. Задачи будут подкидываться не совсем простые. Задачи будут подкидываться такие сложноватые. Да? Здесь нужна мудрость, свой собственный подход, душевный подход, именно раковский подход, когда вот вы понимаете, для чего вы это сделаете по всем законам мироздания, и точно ваша интуиция вам здесь подскажет. Поэтому да, раки первой декады, скажу, что сейчас уже в декабре вы чувствуете вот это настроение, как будто что-то такое интересное грядет, как будто что-то такое мощное к вам идет. И да, нужно научиться следовать своему плану по жизни, потому что кармические задачи всегда спрашивают нас о том, а что ты сделал для своего предназначения, что ты сделал для того, чтобы жить, чтобы тебе нравилось. Потому что невозможно жить так, когда не нравится, через силу, через постоянную неуверенность в себе, через недомогание, да, когда вы не понимаете, для чего вы живете. Поэтому здесь все-таки от вас, дорогие раки, первой декады начинается у вас такой очень мощный момент осознания, куда вы идете в этой жизни, какой у вас свой собственный личный план. И да, в этом декабре вы обязательно под бой курантов в этот момент себе еще раз зададите, потому что, ребята, все раки любой декады у нас 31 декабря, новолуние, у нас включается новый лунный цикл. И я скажу вам так, что эта эмоция, это настроение будет с нами на ближайший месяц январь. Да, ребят, новый лунный цикл начинается 31 декабря и закончится 29 февраля. И скажу я вам так, что этот, конечно же, лунный цикл начинается с очень важного дня. Для многих это день, когда мы подводим черту, итоги, строим себе план на будущее, максимально критично к себе относимся, максимально критично относимся к своим близким и любимым людям. Для раков это вообще история такая очень мощная, глобальная, это история всей жизни, да, семья и близкие. Но здесь хочется, конечно, сказать, что не будьте столь категоричны, понимайте, что каждому свое. И здесь я скажу так, что рекомендации на ближайший месяц для раков каждой декады, они будут свои собственные. Так вот, для раков первой декады, ребят, здесь, конечно же, кармические узлы будут задавать вам такой очень напряженный вопрос, что вы готовы делать, что вы делаете. Плюсом. Еще, ребят, скажу, что здесь Нептун, конечно, подтягивается совсем скоро, весной 2025 года, в конце марта, Нептун поменяет знак. И очень сильно эту историю, ребят, будут чувствовать именно раки первой декады. Это эмоциональное вот это напряжение, это такое состояние, кто-то может уйти в депрессивное состояние. Если же в вашей натальной карте Нептун напряженный, но вы умеете с ним жить, то есть вы умеете совладать с этими эмоциями, тогда у вас наоборот будет такой душевный эмоциональный подъем. Но 100% с момента, когда кармические узлы поменяют ось, знак, да, вы 100% будете эмоционально чувствительны, гораздо больше, чем хотелось бы, возможно, в каких-то местах, да. И здесь, ребят, хочу сказать, что вот новый лунный цикл, он вообще, в принципе, очень эмоциональный. Постарайтесь не эмоционировать, особенно у нас в конце декабря. Скажу, что вот такой аспект под последние финальные дни, 4 последних дня, у нас там Венера будет в квадратуре с Ураном ретроградным, да, и здесь есть вариант того, что можно под новый лунный цикл, под конец года прям разругаться с любимыми, да. Постарайтесь этого не сделать, постарайтесь не нагрубить и не сказать, как мне все это надоело, я хочу уйти в закат, хочу быть свободной и свободным. Очень даже легко это можно сделать, да? Но знайте, что 31 декабря, 1 января аспект распадется, он не будет точным, он не будет иметь такую силу, и эти эмоции, это желание уйдет, и захочется наоборот обнимашек. Поэтому, ребята, скажу вам так, не пылите. Это я говорю ракам 1, 2 и 3 декады. Вот так, ребят. И тогда 31 декабря будет для вас максимально честным. Конечно, для раков первой декады я не скажу, что оно будет настолько честным, оно будет больше эмоциональным, потому что здесь все-таки Нептун делает квадратуру
к Солнцу транзитных картах у раков первой декады. И плюс кармические узлы уже очень сильно близко. И здесь, конечно же, будет такой эмоциональный фон. Вы либо почувствуете вдохновение что-то делать и творить, либо наоборот такое депрессивное состояние. Я никто, я в этой жизни не достиг, никто меня не любит, никто меня не понимает. Постарайтесь максимально честно себе ответить, почему так случилось, почему так происходит и почему вы так чувствуете. Тогда вам будет легче честно себе ответить на вопрос. Что касается раков второй декады, новый лунный цикл и январь, в принципе, пройдут под таким настроением: надо делать больше, надо делать продуктивно. Но постарайтесь подвести себе такой, знаете, эмоциональный фон и такую черту своей социальной реализованности. Есть она или нет? Сделали ли вы то, что вы хотели, в принципе, в своей жизни сделать на настоящий момент? Потому что прекрасно понимаете, и я точно знаю, что меня смотрят раки разных возрастов. И да, ребят, каждый в своем возрасте считает, что он не достиг, потому что у меня есть, меня смотрят и не просто клиенты, да, кому 60 лет, они говорят, я только начинаю жить, кому-то уже 40, говорит, я уже всего достиг, мне уже всего достаточно, кто-то в 20 говорит, ой, да что вы там все знаете. Поэтому, ребят, прекрасно сами понимаете, на каком уровне вы каждый находитесь. И честно себе ответьте, вы достигли того, чего вы сами хотите, не чего там кто-то в сети сказал, а что вы сами хотели. Честно себе скажите, что вы хотели. И здесь потому что очень сильно будет на вас иметь влияние квадратура Сатурн с ретроградным Юпитером. Это всегда такой внутренний бой. Я Наполеон или я наоборот Скрудж, да? То есть я хочу очень много денег или мне как бы достаточно, мне много не надо. И здесь вопрос в силах, которые вы готовы в это вложить. Поэтому раки второй декады я бы вам посоветовала, конечно же, на максимум пойти в свою социальную реализацию. Честно себе сказать, что вы сделали мало, очень мало, и вы способны на большее. И тогда новый лунный цикл принесет новое осознание. Тогда это не будет для вас временем застоя. Тогда вы будете действовать и идти вперед, и следующее полнолуние будет для вас очень даже, я скажу, приличным, очень даже скажу ярким. И, ребята, идем дальше. Раки третьей декады. Ребят, у вас, конечно же, Нептун прекрасно делает трин. В этот момент Уран, хоть и ретроградный, но говорит, делай креативно, делай мощно, делай по-новому, пусть это в работе будет, пусть это будет в личной жизни, особенно если вы чувствуете, что вас штормит и колбасит, и вы всю свою нереализованность оставляете в отношениях, и вы начинаете скандалить со своей второй половинкой. Не надо так делать, да, раки третьей декады. Да, здесь еще силен Плутон. Плутон находится в оппозиции к вашему Солнцу в транзитной карте, поэтому постарайтесь, раки третьей декады, максимально душевно, максимально креативно в работе, душевно в любовной сфере, креативно в работе, с максимальным выхлопом вот внутренних эмоциональных сил в работу пойти. И тогда этот лунный цикл для вас будет очень даже хорошим, и начало Нового года тоже будет хорошее. Я знаю, что многие все-таки считают, что начало у нас астрономического года – это весеннее равноденствие, да? Но, ребят, скажу вам так, для многих все-таки вот ночь с 31 декабря на 1 января – это такой тумблер-щелчок, когда новый цикл, Новый год. И раков, честно сказать, я могу здесь абсолютно очень сильно даже понять. Поэтому, ребята, идем вперед, не боимся, не стесняемся, максимально честно подводим свои итоги года. И вот эти осознания вкладываем в копилку на новый лунный цикл и плавно перешагиваем в 2025. Конечно, от меня еще будет от вас такая мотивирующая поздравлялка, я бы так сказала, да, в последние дни уходящего года. Ребят, скажу так, что Новый год. Кстати, кто не смотрел гороскоп на 2025 год для знака зодиака Рак, в конце этого видео прикреплю, посмотрите, там распланировал каждый месяц очень много в них информации. Посмотрите, спланируйте свое время для того, чтобы принять какие-то верные решения, которые вы хотите. Явно же многие планируют на год вперед. Вот такая история. В конце видео обязательно этот ролик прикреплю. Ну а сейчас январь. 6 января, как и говорила,
у нас Марс ретроградный переходит в знак Рака. Эту историю почувствуют однозначно раки третьей декады очень сильно, очень эмоционально. В принципе, до этого состояния, до 6 января у нас у всех будет такое праздничное настроение, погулять, расслабиться, разветриться. Хочется такое состояние праздника. Когда Марс поменяет знак, захочется уже такого более расслабленного, никуда не бежать, никуда не стремиться, дома поваляться. То есть, если у вас такое настроение придет, это абсолютно нормально. Запаситесь силами, запаситесь эмоциями, да? Потому что, да, мы идем дальше. 12 января у нас то самое событие, которое мы все с вами уже чувствуем, самый эмоциональный, чувствуют это еще в декабре, уже сейчас, когда выходит этот гороскоп, ребят, и это нормально, потому что по природе своей Рак – это знак зодиака, который эмоционален. И ваша интуиция, чутье – это очень даже хорошо. И да, кармические узлы меняют знак 12 января, и следом 14 января у нас полнолуние. Да, ребят, скажу так, что на момент смены кармических узлов знака, да, у нас на небе, скажу, что складываются такие очень важные осознания для раков первой декады. Это будет первая половина 2025 года, очень мощная в плане не просто осознаний, в плане движения вперед. От вас, конечно же, Вселенная будет ждать действий, ваша жизнь, вы сами, я думаю, от себя ждете, да? Вы думаете постоянно, что такого происходит и почему не происходит то, что хочется, да, как говорится. Но под лежащий камень вода не текет. И скажу, что для раков первой декады очень важным навыком будет именно умение договариваться. Умение договариваться дома и на работе. Это основная такая история для вас. Умение договариваться с любимыми. Умение договариваться со своими финансами, деньгами, это будет история раков второй декады. Ну и для раков третьей декады основная мощная история – это как раз-таки свой бизнес, свое дело. Что я сделал для того, чтобы стать финансово свободным. Многим захочется уйти в свою именно в свое направление, стать свободными от как раз-таки от работы, которая приковывает к одному месту, к одному начальству, и захочется стать самому себе начальником. Это раки третьей декады. И это нормальная история, ребят. Абсолютно, да. Страшно? Конечно. А кто сказал, что все самое интересное в жизни дается легко и без страха? С учетом того, что раки третьей декады, здесь Лилит как раз-таки идет по весам третьей декады, и до конца марта 2025 года раки третьей декады вы будете постоянно ощущать внутреннее чувство страха. Вот хочется сделать всего и сразу, но страшно. Ребят, через страх разбирайтесь в своих страхах. Лилит всегда у нас проходит для того, чтобы мы разбирались в своих страхах и максимально честно себе говорили, где мне страшно, почему мне страшно. Это не позорно, нет, это нормально. Мы все люди, неважно на каком этапе своего жизненного развития, но нам всем нужно понимать, почему нам страшно. Страшно всем. Если вы думаете, что мне где-то не страшно, мне тоже иногда страшно записывать определенные гороскопы. Я думаю, сейчас вот все смотреть не будут, и зачем я потратила свое время, зачем я вот такую информацию сложную доношу людям. Ведь хочется рассказывать всем про позитивные моменты только, когда не страшно. Вот там все по квартире, всем по машине, кому-то ребеночка, да. Но не всегда так бывает. И очень часто вот эти все приятные, интересные события, они приходят к нам с терпением, с проверкой документами, с мощными осознаниями. В конце концов, ни один ребенок не родился без болевых ощущений. Поэтому, ребят, понимайте, что это взрослая жизнь, разбирайтесь в своих вопросиках и идите вперед. Это нормально, это хорошо. И тогда у нас следующее событие – это полнолуние. Полнолуние 14 января. Полнолуние будет, кстати, в Раке. Я бы сказала, что это такое легкое, расслабленное состояние настроения будет, но нет, Луна в этот момент будет в соединении с ретроградным Марсом. И это будет такое агрессивное состояние, особенно у раков третьей декады. Ребята, вот так. Хочу сказать, что все будет классно. Вот так вот. При этом не скажу, что все будет фатально, очень злые вы будете. Нет. Здесь просто нужно понять, что где-то я не дорабатываю, это раки третьей декады, да. И вот надо прям идти вперед. Вот прям
прям всю свою силу, мотивацию пустить вот в нужное русло, и тогда будет хорошо. Но при этом здесь Нептун и Уран вам помогают, говорит, делай, все будет хорошо. И кармические узлы, кстати, задачки-то подбрасывают не такие сложные, как раком первой декады. Да, ребят, раки второй декады, Сатурн с вами говорит, работай планомерно, все будет хорошо. Кстати, у раков второй декады на момент и полнолуния, и смены кармической узлы знаков для вас, ребят, все еще момент социальной реализации и своего финансового достатка, да, но более в такой, я скажу, легкой форме, не будет столько много аспектов и напряжения, как, например, у раков третьей декады. Ребят, ну вот так. Да, но еще раз скажу, ребят, раки третьей декады, если много аспектов и много напряжения, это не говорит о том, что вы что-то плохое для Вселенной сделали, вы плохой человек. Нет. Я еще раз говорю, чем больше аспектов и напряжения, тем больше возможностей. То есть как бы обстоятельства нас двигают для того, чтобы мы шли вперед. То есть главное в этот момент не сдаваться психологически и говорить себе так, если это пришло, значит я 100% сделаю. И это 100% так, потому что ничего фатального на небе нет. Идем дальше. Раки первой декады, это полнолуние, прочувствуют очень даже хорошо. Ребят, делайте, будет вам хорошо, словите нотку плюсиков в ситуациях, которые сложились у вас, и понимаете, что совсем скоро подойдет Сатурн. Сатурн перейдет в третью декаду рыб, да, и значит будет по чуть-чуть делать, скажу вам, квадратуру к ракам первой декады. Эта информация хороша для тех, кто любит делать планомерно. Вот раки первой декады. Если вам сложно сейчас живется с Нептуном, если он делает вас чрезмерно эмоционально, ну вот состояние у вас такое, что хочется рыдать, да, тогда подождите немножко, со второй недели февраля Сатурн перейдет в третью декаду рыб и уже будет, да, делать напряженный аспект к Солнцем вашим транзитным картам. Но для тех, у кого в натальных картах Сатурн такой продуктивный, вы привыкли делать все по плану, по четкости, и вы понимаете, что лучше вам делать что-то планомерно, чем, например, на эмоциях. Эмоции, например, вас делают мягче, расслабляют. Тогда вот с Сатурном вы будете более собраны. И вообще комбинация, когда Сатурн и Нептун идут вместе рядышком, это комбинация, когда есть время и расслабиться, и есть время поработать. Поэтому здесь планируйте этот момент. Но скажу, что ракам вот первой декады еще январь будет сложновато. Но ребята, идем дальше, и я планомерно вот эту историю расскажу, потому что у нас после этого полнолуния, которое будет в середине января, у нас наступают две моменты, 2 недели, и вот эти 2 недели, они будут таким моментом для каждого. Вот смотрите, для кого-то это будут 2 недели эмоционального состояния. Кармические узлы поменяли знаки, да, и для кого-то это будет состояние, когда вы будете переживать вот эту историю внутренне, либо же вы наоборот соберетесь и на этих эмоциях будете действовать. То есть здесь либо 2 недели возможностей, либо 2 недели эмоций. Все зависит от того, насколько вы умеете свои эмоции культивировать в действии, потому что кто-то в эмоциональном состоянии готов горы свернуть, кто-то в эмоциональном состоянии идет, высыпается, плачет, переживает, нужно поговорить с подружкой там, или с другом. И это у каждого абсолютно нормальное свое состояние, как вы чувствуете этот момент, да, потому что у нас у каждого разный уровень стресса, комбинации планет в натальной карте. И здесь нет хорошего и плохого, просто каждому свое. И здесь, конечно же, эту историю нужно ловить. И да, следующее событие такое мощное, сильное и сложное на небе, это, конечно же, у нас новый лунный цикл начинается 29 января. У нас новолуние будет, конечно же, в каком знаке? Это в Водолее. И скажу, что последняя, финальная неделя января будет не сколько эмоциональной, сколько уже двигать нас всех вперед. И вот здесь как раз таки уже будут чувствовать вот это движение вперед, что я ранее говорила, раки первой декады, потому что Сатурн уже подкатывается, буквально неделька-две осталось, подкатывается в третью декаду рыб. И
Ребят, кто работает на больших таких крупных креативных IT-проектах, да, вот вы очень сильно почувствуете, финальная неделя января у нас из ретроградного движения в директное разворачивается Уран, и 31 января он закончит ретроградное движение и пойдет директно до сентября 2025 года, он будет в директном положении, поэтому здесь все те, кто работает в крупных глобальных проектах, проектах, нацеленных на будущее, кто работает с техникой, IT, компьютерами, да, понимаете, что с интернетом в том числе, да, через интернет, вот кто вот работает со связью, понимаете, что последняя неделя января, она у вас будет такой мощной, глобальной. То есть здесь, если вы решили идти, ускориться вперед, дерзайте. Если вы только начинаете, понимайте, что наоборот будет такая остановка. То есть если у вас не схвачено, то есть если вы только начинаете в таких крупных проектах, подождите буквально начало февраля, Уран разгонится, развернется полноценно в начале февраля, и начинайте как раз таки в новом лунном цикле. А если еще ваша деятельность нацелена на пиар, на большую, я бы так сказала, широкую аудиторию, подождите до 4 февраля. 4 февраля у нас Юпитер выходит из ретроградного движения, и первая неделя февраля это его остановка. И с 4 февраля Юпитер выходит из ретрограда, и все, и здесь обучение, поездки, коммуникация на высшем уровне, социальное развитие, реклама, пиар. То есть все, что связано с Юпитером, мощное глобальное социальное развитие, все вот здесь, поездки, путешествия, командировки, в том числе все, что связано с работой, своим продвижением, вот это вот все прям максимально ускоряйте, здесь оно все будет идти. Как раз таки уже все должны выйти из этого эмоционального коллапса. Да? Это я говорю, ребят, раком и первой, и второй, и третьей декады для того, чтобы вы шли вперед, вы шли в свое развитие. Ну и, конечно же, сразу после разворота всех ретроградных планет, как и обещала, у нас как раз-таки Сатурн уже в третьей декаде рыб и, да, раки. Первой декады вы будете чувствовать уже не просто такое эмоциональное давление от Нептуна. Здесь уже, конечно же, Сатурн дает четкость, планомерность и говорит, да, я заставляю тебя делать. То есть все те, кто не мог что-то сделать ранее, боялся, здесь как бы обстоятельства, да, возможно, в каких-то моментах вы будете отмечать, что эти обстоятельства, они не такие приятные, как бы хотелось, но, по крайней мере, есть я бы так сказала, какой-то личный секретарь, который говорит, так, сегодня нам 100% надо сделать вот это и вот это. И это я скажу вам, ребят, нормально. И да, мы плавно переходим во вторую неделю февраля. Под конец второй недели февраля у нас с вами полнолуние. Полнолуние у нас во Льве. 12 февраля полнолуние во Льве. Скажу, что, ребята, так, этот момент такой достаточно эмоционально напряженный, потому что у нас не просто полнолуние во Льве такое яркое, праздное и веселое. У нас еще на квадратурах здесь стоит как раз таки Солнце с Луной, стоит на квадратурах Урана. То есть в сам момент полнолуния нам захочется сказать, я устал, я ухожу. Уран всегда это планета, которая, ну как обычно, шлифует наши такие максимальные эмоции. Скажу, что как раз таки раков третьей декады будет ощущение что-то сделать максимально быстро сейчас, я хочу в это полнолуние. Это очень хорошая эмоция, это очень хорошая мотивация. Ребята, делайте, будет хорошо. Здесь, по крайней мере, осталось уже считанные денечки до выхода из ретроградного движения Марса, который уже докатился до второй декады раков. Да, ребята, чувствуете, как будто что-то не доделали, да, как будто что-то хочется сделать, снова что-то не доделали, потому что Марс в Рака у нас перешел как раз-таки в начале сентября 2024 года и выходит из ретроградного движения 24 февраля 2025. То есть он все это время находился в Раке, какой-то момент он был в ретроградное движение, да, и вот он выходит из ретрограда. И да, у раков второй декады будет ощущение, что что-то вы осенью 2024 не доделали, вот что-то сделали не так. Переделайте. Хочется, переделайте, сделайте хорошо, сделайте красиво, сделайте мощно, амбициозно. Скажу вам так, что если у вас сейчас пока нет вот этого амбициозного начала, дорогие раки, я вам скажу, раки всех декад, что 10 июня 2025 года Юпитер из Близнецов
перейдет в Рак. И здесь у вас будет у всех такое внутреннее ощущение, ну вот оно, наконец-то, удача. Вот они позитивные мысли. Особенно это будет, кстати, Раком первой декады. Я знаю, ребята, вы к тому моменту уже будете чувствовать такое внутреннее настроение, как я устал, да. Но, не, ребят, ничего не бывает просто так. Все нужно для того, чтобы выработать внутреннюю силу и свои эмоции этой зимой направить как раз-таки в действие. Это касательно полнолуния и разворота Марса, да, ребят. Забегая немножечко вперед, что еще очень мощное и важное нужно сделать в феврале? У нас в начале марта, да, говорю про февраль и говорю про март, да, 2 марта уходит в ретроградное движение Венера. Следом за ней 14-15 марта уходит Меркурий в ретроградное движение. И все это добро до середины апреля. Плюсом у нас там еще коридор затмений с 14 марта. Плюсом еще Нептун там меняет знак. И это все естественно. Раки любой декады будут ощущать очень сильно, мощно, эмоционально. Да, ребят? И для того, чтобы вот к марту подготовиться, нужно в феврале сделать, я бы сказала, максимум. То есть вы чувствуете, да, я вот так плавно хочу завершить февраль, но получается очень глобально. То есть возвращаемся к декабрю. Для того, чтобы подвести вот такую вот очень мощную глобальную жирную черту февралю, да, перейти в весну, которая будет событийна, начинаем сейчас, в этот момент, декабрь. Честно себе, ну хотя бы мы же всегда останавливаемся под бой курантов, говорим, что мы сделали, честно. Можно не близким людям, там, подружке, другу рассказать. Честно себе говорим, что мы сделали, что мы не сделали. Почему наша жизнь вот такая, что нам здесь не нравится, что не нравится. Я всегда говорю, вот здесь максимально честно берем себе и пишем вот такой вот листик, что нам нравится, что нам не нравится в своей жизни, да, максимально честно, да, и начинаем это исправлять. Кармические узлы в январе, то есть мы чувствуем вот это эмоциональное состояние у нас нагнетается, да, у кого-то в нереализованности, у кого-то в личной жизни, да, у кого-то момент упущенных возможностей. Это 100% относится сейчас к ракам каждой декады, я это уже все озвучила, просто, ребят, да, не буду повторяться. Вы это все чувствуете, у вас это нагнетается. Кармические узлы меняют знак, и вот здесь вот у каждого возникает вот свое состояние. Идти вперед, культивировать вот эти вот эмоции, куда нужно, либо наоборот остановиться. Остановиться, начать сожалеть, рыдать, плакать, внутренне эмоционально пережить этот момент. Кто-то захочет поругаться с близкими. Не надо так, ребята, потому что у нас есть февраль. А февраль это очень хороший момент. Вот сейчас вот взять вот все эмоции, вот реально пустить в дело, если даже в январе не получилось это сделать. А февраль очень хорошее время. Венера переходит у нас в Овна. Венера делает очень классный секстиль Юпитеру. И как бы Венера говорит, так, нужно очень хорошо распорядиться своими финансами. Очень нужно грамотно их вложить, потому что с марта на 1,5 месяца Венера будет немножко неадекватна. Здесь и финансы, здесь и любовные отношения. Не надо ругаться, не надо пылить, не надо настаивать на своих каких-то моментах, которые сегодня очень важны, а завтра вы просыпаетесь, заканчивается полнолуние, и вы говорите себе, так, это вообще что было у меня помутнение? Не надо. Надо в феврале очень хорошо сработать и мысленно понимать, все свои страхи по полочкам разложить. Раки 3-й декады, раки 2-й декады. Понимаем, что надо четко сейчас планомерно действовать, чтобы было хорошо. Не пылить, ни финансами, ни отношениями, складывать, копить. Если вкладываться, то вещи очень важные, нужны для того, чтобы поменять имидж, стиль, облик, для того, чтобы улучшить, наоборот, свою репутацию и вложиться в долгую. Это я сейчас говорю ракам 1-й, 2-й и 3-й декады. Про имидж, про то, чтобы вложиться. Тратить можно. Тратить на вещи, которые вы давно хотели, да. Тратить на полезные покупки, абсолютно, да. Чтобы себя порадовать, да. Для того, чтобы начать после этих вложений свою какую-то профессиональную деятельность, нужная для себя, да. Ну, например, кому-то захочется поменять работу. Естественно, вы работу хотите уже другую. То есть вы собрались свой статус социальный поднять, да. То есть и это в феврале вы однозначно будете с этим делать, потому что эмоции будут к этому подходить, да. То есть вы хотите одеть костюм лучше, чем тот, который вы можете себе сейчас позволить. Купить
купите себе костюм лучше для того, чтобы произвести хорошее впечатление. Я не говорю вам купить автомобиль, который, ну, для того, чтобы пыль в глаза, да, пустить. Нет, купите себе нужный автомобиль, который вы будете чувствовать себя уверенно. То есть я надеюсь, вы поняли аналогию, да? Купите себе то, что нужно, то, что вы можете себе позволить, но то, что будет максимально вас заставлять становиться лучше. Не надо покупать на кредитный, чтобы влезть в кредит, и потом, чтобы вас вот этот вот кредит очень сильно подгонял и загонял. У нас очень много сильных и не совсем приятных событий будет в марте и в апреле 2025 года. Сильные смогут эту лодку удержать, но нужно к ней подготовиться. И февраль это вот то самое время, когда нужно к этому подготовиться. И да, ребят, у нас выходит из ретроградного движения Марса 24 февраля и 28 февраля, ребят, у нас новолуние. Новолуние будет эмоциональное. Новолуние будет в рыбах. Самый эмоциональный знак. Очень сильно прочувствуют раки третьей декады. Очень много здесь будет таких аспектов, скажу, ребята, но должна быть у вас внутренняя планомерность к действиям. Должно быть внутреннее состояние, что я хочу двигаться вперед, что я хочу развития. Раки второй декады. Здесь, конечно, еще у кого-то Сатурн отсвечивает немножечко вот так вот, да, особенно кто родился раки второй декады, ближе к третьей декаде. У вас еще планомерность Сатурна будет, делайте как можно больше, да. Здесь, конечно, еще есть секстиль Урана, делать что-то новое, креативное, необычное, неординарное. Тоже делайте, ребята, раки второй декады. Раки первой декады. Очень эмоциональное будет для вас новолуние, очень эмоциональный будет для вас месяц. Кармические задачи будут сложные вам даваться, но, еще раз скажу, не невозможны. Не надо пребывать в унынии, уходить в депрессивное состояние и говорить, вот все у меня так плохо. Нет, эти события созданы и сделаны вот так вот звездами подстроены для того, чтобы вы стали лучше, стали выше и стали сильнее. И я вам скажу так, ребята, у вас все получится. Ну не может получиться, потому что рак это тот знак зодиака, который эмоционально вытягивает все сложности. И кому как не вам, любое событие мы всегда переживаем эмоционально. То есть если мы эмоционально со всеми своими претензиями и несогласными моментами разобрались, тогда событие для нас оно вообще пустяк. Поэтому, ребят, скажу так. Раки первой, второй и третьей декады. Конечно, у раков первой и третьей декады сложнее задачки на эту зиму. У раков второй декады все-таки, ребят, сейчас немножко полегче. Скажу вам, раки второй декады вы вот не затягиваете, потому что кармические узлы будут сложно задавать такие вопросики сложные. Ракам, скажите мне сначала, первой декады сложные, а потом-то во второй половине 2025-го кармические узлы подкатятся уже к вашим солнцам, транзитным картам будут делать аспекты. Поэтому скажу вам, что у вас полгодика разобраться в несостыковках и непланомерности своих действий. Поэтому, да, забежала вперед, конечно, рассказала вот все вот так мощно, глобально. Но для того, чтобы понять, почему это так работает, иногда нужно заглянуть гораздо больше той картинки, которую мы видим. Да, ребят, вот такая зима эмоций. Действуйте по своим внутренним ощущениям, не волнуйтесь из того, что вам страшно в каких-то моментах, просто понимайте, что страшно, это нормально. Двигайтесь вперед, идите в развитие в профессиональной деятельности, идите в развитие в своих отношениях. Не бойтесь, не пылите. Кстати, про отношения, если же вы хотите связать свою жизнь узами брака, это очень прекрасный момент для февраля. На самом-то деле хороший момент, но не полнолуние 12 февраля, полнолуние 12 февраля не годится для брачных отношений. Нет, потому что здесь аспект развода. Уран, когда стоит на квадратурах, держит Солнце и Луну, не очень такой момент. Поэтому, да, ребят, запаситесь терпением. Ближе, конечно, очень хороший вот этот момент к концу, скажу вам, февраля хороший момент для брачных отношений. Но, опять же, это все нужно смотреть индивидуально, поэтому если у вас именно вопрос по личной жизни, да и про работе, в принципе, ребят, оставляйте в комментариях в этом видео, я вам на них обязательно отвечу, но при этом оставляйте свою дату, время, место рождения, чтобы я именно
посмотрела и ответила на ваш вопрос, вашу натальную карту открыла, понимаете? Общий-то гороскоп я сейчас рассказала. А так, ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивной, эмоциональной, в хорошем смысле слова, зимы. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока, мои дорогие.